После шторма Яги болезненные воспоминания, неугасшая вера переплетаются. Эпизод 18 раскрывает загадку. Сможет ли семя надежды пробудить новую веру в сердце Тутьен? Только что наступило утро, и дорога все еще пропитана дождем прошлой ночи. Воздух был пропитан влажностью и тяжестью, ведь буря Яги еще не утихла. Джек помчался на мотоцикле с основной стройплощадки по дороге, ведущей в район, где строят новый мост. Эта дорога была перекрыта из-за затопления и легкого оползня на склоне горы. Прибыв на место, он увидел группу рабочих, устанавливающих ограждение и вывешивающих предупреждающие знаки. Вода поднялась так высоко, что смыла верхний слой грунта и несколько временных береговых сооружений. Джек снял шлем и подошел к пожилому рабочему, который руководил группой. «Как дела там?» «Вода поднимается очень быстро, вчера вечером не успели перекрыть путь. На другой стороне моста несколько домов оказались отрезанными, к счастью, никто не пострадал. Теперь остается лишь ждать, пока уровень воды опустится», — ответил там усталым голосом. Джек тихо кивнул, быстрым взглядом осмотрел всю ситуацию и достал телефон, чтобы сфотографировать несколько ракурсов для отправки в офис. Пока он настраивал камеру, он услышал разговор иностранца поблизости. Обернувшись, он заметил двух мужчин странного вида с промокшими рюкзаками, которые, смешивая английский с вьетнамским, интересовались у местных жителей. Один из них подошел ближе и вежливо сказал: «Здравствуйте, мы хотим ехать в Хэхэн». Джек подошел ближе и, отвечая на не слишком беглом, но понятном английском, сказал: «Да, дорога затоплена. Сейчас опасно. Вам не стоит пробираться через нее». Другой мужчина лишь посмотрел в сторону мотоциклов, которые разворачивались, и пожал плечами. «Нет отеля. Где же мы сегодня ночуем?» Джек на мгновение посмотрел на них, заметив усталость и беспокойство в их глазах. Они никоим образом не доставляли хлопот, а просто искали укрытие в незнакомой деревне посреди стихийного бедствия. Он задумался на несколько секунд, затем улыбнулся и, указывая в сторону леса, сказал: «У меня есть ферма Транг. Спокойное место. Вы можете остановиться на ночь». Оба мужчины удивленно переглянулись и неоднократно кивали. «Да, спасибо, огромное спасибо». Джек дал им знак немного подождать. Затем обратился к рабочим с указаниями по охране. Прежде чем уйти, он напомнил начальнику: «На время полностью перекройте этот путь. Жду, пока пришлю дополнительную помощь». По дороге обратно на ферму 3 мотоцикла свернули на красную грунтовую дорогу, по которой с обеих сторон все еще валялась грязь. Под серым небом Джек вел путь, а 2 австралийских туриста ехали позади. Они и не подозревали, что в ненастную бурю в чужой стране их встретит незнакомец с протянутой рукой помощи. В тот же вечер небо все еще было затянуто тучами, ветер приносил запах сырой земли и легкий холод, пробирающийся сквозь кроны деревьев вокруг фермы. Джек вел 2 австралийских туристов, Сам и Хенри, по небольшому двору перед домиком с соломенной крышей. Тутьен, занятая работой на кухне под навесом, увидела, как Джек возвращается с 2 незнакомцами, и подняла взгляд в удивлении. Джек лишь кивнул, кратко объяснив, что они туристы, застрявшие из-за шторма, и что им придется провести здесь ночь. Тутьен вытерла руки об передник, подошла с легкой улыбкой и поприветствовала их простым английским. А Сам и Хенри вежливо ответили с легкой улыбкой благодарности. Сначала атмосфера была несколько неловкой из-за языкового барьера, но вскоре искренность и гостеприимство хозяйки сделали всех более раскованными. Джек включил Google Translate на телефоне, в то время как сам использовал приложение для заметок, рисуя схемы и набирая ключевые слова. Все 3 засмеялись от нелепых, но очаровательных переводов. Когда наступил сумеречный час, вся компания начала готовить ужин. Хенри предложил помочь и получил задание ловить кур вместе с Джек, а Тутьен направила Сам собирать зелень, варить кукурузу и подготавливать блюда на кухне. Смех разносился по двору, крики кур и звук кипящей воды сливались в картину, которая казалась чуждой, но при этом наполненной уютом. Ужин был скромным, но теплым. Тарелка вареной курицы с соусом из соли, перца и лимона, золотистая кукуруза, тарелка вареных овощей и несколько лесных пирожков. Под светом масляных фонарей все 4 сели на старое покрывало, передавая друг другу блюда и делясь историями на ломаном языке, но полными добрых намерений. Сам рассказывал о своем путешествии через Вьетнам. Хенри делился странными наблюдениями из гор, а Джек молча смотрел на Тутьен. Его взгляд смягчался,
когда он видел, как она старается уловить суть рассказов, тихо улыбаясь. Тутьен налила еще чаю и, обращаясь к Сам, сказала: «Надеюсь, этой ночью запомнится хорошее событие». Сам кивнул и ответил: «Да, очень хорошо, очень тепло. Спасибо тебе». Тутьен отвернулась, но в душе у нее вспыхнуло нежное чувство, трудно поддающееся описанию. Среди тяжелых дней наводнений этот скромный дом стал не только укрытием для тела, но и местом, где встречались души незнакомцев. И в тот момент никто уже не был ни гостем, ни хозяином. Остались лишь доброта, смех и теплый ужин посреди шторма. Ночь опустилась быстро после влажного и мрачного дня. В маленькой кухне под светом масляной лампы тень человека отбрасывалась на лиственную стену, создавая удивительно теплую атмосферу среди дней штормов и наводнений. После ужина Джек набрал телефон и позвонил матери. Он вышел на веранду, говоря тихо, чтобы никого не побеспокоить. Его голос был глубоким и коротким. «Я в порядке, я сейчас на ферме». 2 иностранных гостя застряли на дороге. Я предоставил им ночлег. «Мама, не переживай. Скоро пришлю адрес». На другом конце провода его мать ответила кратко: «Угу. Знаю, как заботиться о себе». После звонка Джек вернулся в дом и увидел, что Сам и Хенри сидят на веранде, играют с цыплятами, которые мирно спят под кухней. Тутьен сидела неподалеку, обнимая колени, с более расслабленным видом, чем обычно. Он сел рядом с ней. Никто ничего не говорил, но их взгляды встретились, и они оба поняли, что разделяют одно общее чувство – редкое спокойствие после хаотичного дня. Хенри нарушил тихую атмосферу, запинаясь: «У нас дома никогда не видишь, чтобы куры заходили в дом так». Тутьен рассмеялась, прикрыв рот, и ответила: «Здесь куры, как члены семьи». Все засмеялись. Сам достал телефон, чтобы сфотографировать этот момент. Затем поднял большой палец, словно говоря, что эта ночь была замечательна. Поздней ночью Джек подготовил временное место для ночлега 2 гостей на чердаке. Старый матрас и тонкое одеяло были аккуратно сложены и чистыми. Тутьен заботливо дала им дополнительную теплую одежду и бутылку воды. Сам, взяв ее за руку, поблагодарил взглядом, а Хенри только склонил голову, произнося четко: «Вы все очень добры, большое спасибо». Когда они устроились, Джек и Тутьен сели обратно в маленькой кухне. Она добавила дров в огонь, ее руки были испачканы золой, но она не стала их вытирать. Ее взгляд устремился в темный двор, где наводненная вода оставила лужи. Ее ферма, вероятно, все еще затоплена. Джек тихо сказал: «Завтра я снова проведу обследование. Если вода спадет, я отвезу тебя домой». Она не ответила сразу. Спустя несколько мгновений Тутьен повернулась к нему, голос ее был тихим, но решительным. «Ничего, я привыкла. Просто сегодня было весело. Не думала, что среди бури можно сидеть с незнакомцем, кушать, слушать их рассказы о далеких местах. Они видят, какая красивая наша страна, а я уже давно об этом забыла». Джек больше ничего не сказал, просто молча сидел рядом, позволяя огню тихо гореть между ними, маленькому, но теплому пламени, достаточному, чтобы любой, сидящий рядом, почувствовал, что он не одинок среди великих наводнений. После 3 дней непрекращающихся дождей сегодня утром наконец выглянуло солнце. Джек вместе с Сам и Хенри вернулись в район обрушенного моста, чтобы помочь спасательным командам и местным жителям. Буря Яги уже прошла, но ее последствия оказались куда страшнее любых ожиданий. Вся местность словно пережила жестокую битву. Наводнение смыло все – дома, скотные дворы, поля, а знакомые дороги теперь представляли собой бескрайние болота. В некоторых местах вода поднималась до 2-го этажа, а целая деревня была погребена под слоями земли и камней, так что уже не было видно границы между домом и горой. Мотоциклы были наполовину погружены в толстый слой грязи, опоры электролиний повалены, а провода перепутались, как обрывки разорванной паутины. Запах мусора и разлагающихся животных, унесенных потоком воды, создавал невыносимо тяжелую атмосферу. Джек долго стоял у небольшого ручья, где только что ушла вода. Мутная река все еще бурно несла мусор и гнилую древесину. Спасательные жилеты, оставшиеся на бамбуковых зарослях у берега, были покрыты слоем грязи, немые доказательства той ночи между жизнью и смертью. Сам уже не улыбался, а Хенри молча фотографировал происходящее, не для того, чтобы похвастаться, а чтобы сохранить в памяти.
Они не задавали лишних вопросов, а просто принялись помогать группам добровольцев, гребущих на лодках, чтобы доставить людей через заболоченные участки. Джек показывал, как сохранять равновесие, и помогал, проводя одну пожилую женщину через участок с водой до пояса. Ее руки дрожали, но она все равно пыталась улыбнуться и тихо говорила: «Спасибо вам, большое спасибо». Чем глубже они продвигались в сердце постболевой зоны, тем более трагичной становилась картина. Деревянный дом накренился, обнажив внутри маленький алтарь, наклоненный до такой степени, что портрет, предназначенный для поклонения, размазался из-за воды. Издали доносился голос мужчины, стоявшего на коленях во дворе, который кричал имя жены, пока ветер свистел сквозь прорванную кровлю. Никто не осмеливался приблизиться, все понимали, что есть боль, которую невозможно выразить словами. К вечеру Сэм и Хенри собирали вещи, готовясь уйти. Они пожали руку Джек, их взгляды были полны печали, но и искренней благодарности. Сэм тихо сказал: «Если бы не ты, мы бы, наверное, не знали, куда обратиться в эти дни». Джек кивнул, стараясь сдержать эмоции, и сказал: «Желаю вам благополучного пути. Вьетнам всегда рад гостям, даже во время шторма». Когда мотоцикл медленно исчезал за болотистым склоном, Джек все еще стоял, глядя вдаль. Среди обломков и грязи он был уверен в одном: потребуется очень много времени, чтобы все восстановить, но человеческая доброта останется неизменной. С раннего утра Джек привел Тутьен в безопасное укрытие, а затем вернулся на место происшествия. Горная дорога теперь напоминала разрушенное поле битвы. Гудящие машины экскаватора непрерывно двигались, выбрасывая грязь, как волны. Жители переходили через мутные лужи, таща за собой промокшие мешки с вещами. Он объезжал участки с сильными затоплениями, чтобы вместе с бригадой рабочих расчистить главную дорогу, ведущую в город. В полдень Джек приехал за Тутьен. Она вышла в фиолетовых ботинках, взяв с собой резиновые перчатки и маску. Не говоря много, они вместе отправились в путь. Они, вместе с волонтерами, начали с главной дороги, где грязь поднималась до щиколоток, полностью закрывая люки и заливая дома. Везде были мусор, останки животных, обломки кирпичей и сломанные доски. Некоторые торговые дома оказались внутри в хаосе, полки опрокинулись, холодильники перевернулись, а крыша потеряла половину. Хозяева стояли ошеломленные у дверей, с безжизненными глазами, не веря, что за 3 дня все их пожизненное трудолюбие превратилось в кашу из грязи. Одна пожилая женщина сидела на ступеньках, обнимая железный ящик, в котором находились фотография покойного мужа и несколько грамотов от детей и внуков. Она не плакала, а только пристально смотрела на проходящих людей, тихо бормоча: «Они ушли, дом потерян». Но люди еще живы, и это главное. Джек с помощью лопаты отгребал плотные комья грязи, прилипшие к фундаменту магазина. Тутьен выносила воду наружу, руки дрожали от холода. Каждый раз, когда она останавливалась перевести дух, кто-то другой приходил сменить ее. Затем снова наступала смена. Никто особо не говорил. Здесь все понимали боль друг друга. Тутьен наблюдала, как жители усердно убирают свои дома после шторма. Дом, который когда-то был тихим и спокойным, теперь превратился в руины. Одна слеза пробежала по ее щеке, но она тут же стерла ее и вернулась к работе, словно ничего не случилось. К вечеру солнце пробивалось сквозь тусклый дым и пыль. Волонтеры раздавали воду и хлеб каждой группе. Джек и Тутьен сидели под крыльцом, держа сладкие булочки и бутылки с холодной водой. Она тихо сказала: «Если у меня больше нечего терять, то мне и нечего бояться». Джек посмотрел на нее, не отвечая, и мягко протянул руку, чтобы защитить ее от солнца. Среди руин и оставшейся боли они не пытались забыть, а выбрали путь совместного подъема, каждым ударом лопаты, каждым шагом, восстанавливая все изнутри. Để cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ chờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời, từng chữ như nhát dao cưới sâu vào trái tim tự tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng đầu ấp tay gối với cô, người từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng đứng nhìn
Không một chút do dự, cô đã không còn là gì trong mắt anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Để Tiên gần như quỳ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc cửa này, mang theo bao ước mơ về một mái ấm. Nhưng hôm nay cũng chính bậc cửa đó cô phải